Audi A6 C5 2.5 TDI. Прикол с температурным датчиком. Видим, да, температура масла есть, мотор теплый, мотор горячий, а температура двигателя не показывает. Это было сначала постепенно, то есть, то нет, непонятно каким образом, а потом стало системно. Заводишь, мотор прогревается, едешь, доходит до 90 и все, и падает. И это стало на постоянку. Поднимаешь капот, шморгаешь клемму туда-назад, и он опять начинает работать. Тут либо проводка, либо датчик, ну, может, что-то еще, но я сейчас больше склоняюсь к датчику. Будем менять датчик. Так, вот еще раз показываю. Опа. Все потухло. Опа. Все поднялось. Температура сейчас поползет. Да, вот она тихонечко поднимается, а температура двигателя никуда не двигается. Ну а что, собственно, не так из-за того, что он не показывает? Ну, не показывает, да не показывает. Но, как выяснилось, что в этой машине все очень интересно, все очень продублировано. Датчик температуры, он сдвоенный. И, в частности, вот этот датчик масла, их тоже два. И они все имеют значение. И если один из них не работает или показывает что-то не то, машина переходит в какой-то свой режим, начинает что-то там со смесью, она там то ли богаче, то ли беднее. Но, в общем, она делает все, чтобы себя не перегреть, потому что температура недостоверна. Короче, она начинает плохо ехать и много жрать. Если какой-то из датчиков что-то показывает не то. То есть сюда идет сдвоенный, 4 фишки на датчике, а это отдельно 2 датчика. Получается, один в картере, один на подаче на турбину. И если один из них что-то показывает не то, все. Привет. Расход будет крепко за 10. А если все работает вместе нормально, то меньше 10 даже по городу. На автомате. Так что будем исправлять. Ну, вот датчик пришел. Такой вот датчик. Сегодня, ну, оно каждый раз, когда прогревается, падает. Ну, сегодня вот я останавливался, заехал до датчика. Оно постояло. Потом выехал. Через какое-то время раз и ожило. Ну, тоже бывает, но в основном одна и та же ситуация. Прогревается до горячего и потом падает. Будем менять, но чуть попозже. Антифриз горячий, а я что-то его не очень люблю. Вот с виду вроде такая же фишечка, тоже зелененькая. Там в комплекте своя скоба имеется, но что-то мне подсказывает, что я оставлю вот ту, которая там. Вроде остыло, колечко мазнул детолом, отверточка. Будем сейчас пробовать вынимать. Антифриз не вытекает. Старая планочка вот такая, наверное, ее назад вставлю. Старое кольцо вот так вот уже разбухло за годы. Вот. Старый датчик, новый датчик. Вставляем. Все. Встало. Ладно, двумя руками сейчас уже вставлю. Двумя руками вставилось. Все. Сейчас будем запускать, прогревать, смотреть, что там. Ну, вскрытие покажет. Ну, собственно, и все.
машина проехала под 100, глушилась, стыла, нагревалась. Дефект ушел. То есть после прогрева стрелка стоит нормально и не падает. И самое главное, что эффект. То, что я говорил. Машина начала ехать немножечко напористее. Двигатель начал работать напористее. То есть она по датчикам себя очень бережет. Если какое-то что-то куда-то не то, то ему становится плохо. Много по этой машине я черпал с канала, по-моему, Антон Автошаман. По-моему. То есть если вы каким-то чудом попали сюда, но еще не были там, интересуетесь вопросами по этой машине, я настоятельно рекомендую вам сходить. Там реально человек, специалист, профи, он там эти вещи как бы тоже объяснял. Так что вот, всем спасибо.